Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущие события, что произошло и какие предполагаются движения по ключевым активам: доллару, нефти, золоту, рублю и S&P сегодня на вечерней сессии. Давайте перейдем для начала к календарику событий и посмотрим, что здесь произошло. Сегодня вышла достаточно позитивная статистика по Германии в части безработицы. Там безработица сокращается, и это несколько парадоксально с учетом того, что происходит с немецким автопромом из-за нехватки полупроводников. Однако здесь надо четко понимать, что сокращение количества безработных, оно значительно меньше, чем было в предыдущем месяце. То есть оно лучше прогноза, но динамика, тем не менее, нельзя сказать, что она позитивная, если сравнивать то, что происходит на каком-то периоде времени последнем. Так, далее вышли данный индекс потребительских цен еврозоны. Здесь, соответственно, инфляция начинает набирать обороты. И, как следствие, ЕЦБ может здесь что-то предпринять для того, чтобы инфляцию затормозить. Но здесь проблема заключается в том, что инфляция, она больше планированного значения. Когда она больше планированного значения, то высока вероятность того, что она будет вызывать какие-то негативные последствия, раздувание ценовых пузырей и, соответственно, падение потребительского спроса и торможение экономики. Так, ну вот сейчас в Соединенных Штатах, в общем-то, начинает обозначаться проблема, которая связана с тем, что, с одной стороны, жилье растет, оно растет просто астрономически, и при этом наблюдается замедление индекса деловой активности и индекса доверия потребителей. То есть американская экономика, которая целиком заточена на предоставление услуг на потребителях, она на данный момент времени начинает немножко коллапсировать. Но опять же, если рассматривать, какие сейчас возникают проблемы, потенциальные проблемы в Соединенных Штатах и в Китае, я все-таки склоняюсь к мысли о том, что у Китая ситуация значительно более непростая. Там просто не все так аффилирует, ну как это показывается, сообщается, там все несколько завуалировано, но тем не менее я так думаю, что Китай, он может являться гораздо большей проблемой, чем Соединенные Штаты. Но Америка, она более динамична, она может начать падать первой, а дальше увлечь за собой и Китай. Так, далее давайте посмотрим, что у нас происходит с ковидом. Ковидный график. Ну, с одной стороны, мировой ковидный график указывает на то, что общее количество заболеваний, оно падает, и по сути мы вроде как проходим третий пик. То есть здесь должно происходить устойчивое снижение. Но, с другой стороны, для меня совершенно непонятна ситуация в Соединенных Штатах. Как можно было умудриться при такой высокой процентной привитости населения переписать максимум, для меня загадка. Даже Россия при всей специфике и Великобритания, который крупнейший транспортный хаб, они вот такой подвиг совершить не смогли. Понятное дело, что поскольку высокий процент привитых, то вроде как тяжесть заболевания не очень высока. Но тем не менее, все равно это определенное давление существенно оказывает и мешает американской экономике расправить крылышки и взлететь. Так, друзья, ну и вот мы приближаемся к некой круглой дате. 13 лет со дня банкротства Lehman Brothers, которое, ну, официально, можно сказать, произошло 15 сентября 2008 года. Ну, как бы начало колбасить уже в среду, 13 сентября, но все это вылезло на поверхность, разумеется, в понедельник, 15 сентября. Но многие задаются вопросом, а почему, собственно говоря, это произошло в сентябре? Ну, сентябрь такой месяц, он очень слаб на падение, и, соответственно, многие подобные события негативные, они именно в сентябре начинают, ну, либо происходят, либо начинают развиваться. Почему же Lehman Brothers именно в середине сентября свалился 2008 года? Но опять же, там, конечно, была масса внутренних причин, там то, что они делали с отчетностью, с деривативами, как они их умело паковали. Но здесь, как бы, с моей точки зрения, фишка заключается в том, что, ну, конечно, подошло время, нельзя бесконечно сдерживать напор, но здесь еще момент заключается в том, что как раз за 2 недели надо начинать готовить и сдавать отчетность за третий квартал, это раз. И потом там к 20 числу происходит экспирация. Соответственно, вот наложение этих факторов, оно
по-видимому, привело к тому, что проблемы Lehman Brothers обострились, и, соответственно, 13-15 сентября 2008 года мы получили вот такой карточный домик, который рухнул. Так, ну вот уже от людей из ФРС звучат предостережения, что в любой момент может разразиться финансовый кризис, если не предпринять соответствующие контрциклические меры. Но здесь, как мне кажется, исходя из поведенческого анализа людей на протяжении, ну, в общем-то, достаточно длительного промежутка времени исторического, когда все ждут кризиса, он, скорее всего, не происходит. Он происходит тогда, когда все выдохнули, сказали: фу, ну теперь пронесло, и тут происходит самое страшное. Вот. Сейчас, когда такое ожидание, я думаю, весьма вероятно, мы ничего не получим. Ну, за исключением каких-то событий, которые, ну, они послужат триггером, и, соответственно, они спровоцируют обвал рынков. Что это за события могут быть? Это может быть инцидент с Тайванем, например. Инцидент на китайско-индийской границе, который там перерастет в масштабное боестолкновение. И иные подобные мероприятия, которые, к сожалению, они могут произойти. Афганистан, я думаю, на текущий момент, он, конечно, будет негативный внешний фон создавать, его он все время как бы, ну, на повестке дня будет находиться, но что-то мне вот подсказывает, что вообще всю эту историю с Афганистаном ее начали развивать именно для того, чтобы, ну, было какое-то событие, которое всех бы отвлекало. Так, ну и, конечно, цены на недвижимость в Соединенных Штатах, они вытворяют чудеса, дичайший рост. На самом деле в Соединенных Штатах еще не так ситуация страшна, в Канаде там вообще сущий армагеддец происходит, особенно в западной части, там где Ванкувер. Ну и текущая ситуация в Соединенных Штатах, когда дешевые доступные кредиты, она привела к тому, что дешевое доступное жилье, оно исчезло. Дешевое доступное жилье в понимании американцев это то, что стоит дешевле 200 тысяч долларов, ну, соответственно, это получается по курсу там 14-15 миллионов рублей. Но смотрите, в чем здесь возникает проблема. Во-первых, стоимость жилья – это всегда стоимость аренды, это раз. Во-вторых, это налог на недвижимость, который уплачивает владелец недвижимости или лендлорд. Во-вторых, в Америке, ну, в основном своего жилья нету, большая часть там жилье берется в ипотеку. Человек выплачивает одну ипотеку, берет следующую ипотеку и дома либо продает, либо оставляет на пенсию, сдает в аренду. Соответственно, если жилье взято в ипотеку и оно сдается в аренду, то высокая цена, она обязывает к тому, чтобы брать высокие платежи за аренду. Ну, потому что иначе не сможет моргидж платеж владелец недвижимости покрывать. Соответственно, это создает очень сильное инфляционное давление. А если пролонгировать мораторий Байдена на выселение, то это приведет к тому, что начнут банкротиться и отскакивать так называемые лендлорды, которые по сути в Америке это, в общем-то, средний класс. Так, друзья, ну вот еще такой момент интересный. Кто-то считает, когда тикают деньги до кризиса, а кто-то говорит, что вот S&P уже скоро будет 5000, и на это есть все основания статистические, что уже в ближайшее время до конца этого года мы можем с высокой степенью вероятности сходить на 5000 по индексу S&P. Ну и вот здесь такая очень интересная картинка, такая скала. То ли она указывает на то, что скала будет покорена в любом случае, то ли она указывает на то, что благоприятный исход роста на 5000 маловероятен. Так, друзья, давайте перейдем к S&P. Ну смотрите, сегодня мы, невзирая на то, что не очень там хорошие данные вышли, мы все равно по S&P показали очередной максимум. На самом деле, то, что сейчас вот такое коррекционное движение развивается, ничего страшного нету, потому что конец месяца в большинстве случаев приводит к тому, что происходит коррекционный откат и на рынке американских акций, и в сырье, в нефти. А что касается уровней, какие уровни должны сдержать откат, который здесь, ну, весьма вероятно сейчас в какой-то степени разовьется, это 4450. Вот этот уровень, если его пробитие происходит, то, соответственно, растущий тренд он ломается и S&P начинает проседать. Я думаю, все-таки на начало сентября будет небольшое коррекционное движение и потом либо консолидация, либо продолжение роста. По крайней мере, эта тенденция, по моему убеждению, сохранится до 15 сентября-1 октября. Там весьма вероятно возникнет существенная зона турбулентности, когда начнет трясти и колбасить.
Опять же, хотел обратить ваше внимание, сейчас появилась масса так называемых прогнозов, что там будет хуже, чем в 1929. Ну, мы не знаем, как оно будет на самом деле. Скорее всего, будет все совсем по-другому. Собственно говоря, вот как ковидный кризис, который мы получили в марте 2020 года, никто же не мог предположить, что по такому сценарию будут развиваться события. Соответственно, новый кризис, если он произойдет, а лучше бы все-таки, чтобы он произошел, соответственно, он тоже будет как-то по-другому происходить, и его очень сложно там спрогнозировать и расписать, потому что подобно, допустим, выходу на ринг в боксе, невозможно заранее прописать алгоритм каждого шага, каждого удара. То есть есть определенный набор навыков, действий, которые там боец должен выполнять, и, соответственно, он этому следует. Но нету никакого заранее расписанного алгоритма, что вот подойдите там в красный угол, в синий угол, побегайте 3 раза вокруг противника и вы победите. Нет, такого нет, и поэтому подобное утверждение там будет хуже или лучше в 1929 году. Ну, не знаю, посмотрим, как оно сложится. Я склоняюсь к мысли, что будет либо какое-то событие, которое произойдет внезапно, либо наступит такой момент, когда все успокоятся, то есть все как бы начнет показывать рост все показатели, и после этого что-то случится. Но по законам жанра все происходит именно так. Либо какое-то событие инициатор на фоне надвигающихся тучей, или когда вот вроде кажется отпустило, и потом внезапно что-то оказывается, что там где-то статистику подрисовали, где-то там еще что-то подрисовали. И на самом деле полномасштабный кризис приходит тогда, когда люди этого не ждут. Так, друзья, ну давайте на часовик по S&P перейдем. На самом деле здесь ничего такого страшного не происходит. По сути, сейчас весьма вероятно будет консолидация. Ну и говорить о каком-то там выходе и пробое можно будет только в том случае, если происходит пробитие 4500. Ну даже 4490. Но опять же, здесь вот есть другой сильный уровень 4485 и потом 4450. Пока все указывает, что никакого движения вниз, ну по крайней мере ниже 4450 в ближайшие дни не произойдет. А что касается сегодняшнего дня, ну здесь немножко пар выпустили, хотя опять же, ну где пар выпустили? Хаи переписали и вернулись по сути на те значения, которые были вчера. Соответственно, закрытие скорее всего будет вот в этом консолидационном диапазоне. Так, друзья, давайте посмотрим эфиринки. Дневной таймфрейм, соответственно, сегодня вот была попытка пробоя, но пока эта попытка пробоя уровня 3370, она не закрепилась. Но по крипте, по эфириуму здесь идет четкое движение, у которого цель переписать вот этот максимум, который ранее был достигнут. Конечно, вот так вот вертикально ракета, скорее всего, не полетит. Тут необходима серия откатов коррекционных. Вот. Но сейчас, по крайней мере, сегодня-завтра будет решаться вопрос с закреплением выше уровня. И, соответственно, если закрепление произойдет, то уже на этой неделе вполне вот такой вот трамплин он может случиться. Так, друзья, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Но смотрите, не дают доллару никак ослабнуть, никак не дают. Вот держат его вот в этом диапазоне и все. Помимо этого, несмотря на сохраняющийся позитив, на России начали расти короткие кредитно-дефолтные свопы на российские активы. Соответственно, если эта тенденция будет продолжаться, то она будет говорить о том, что уже как раз 20 сентября возможно произойдет значительный выход, по крайней мере, с российского рынка. Нельзя сказать однозначно, что вот там 20 сентября все рухнет, в первую очередь Россия, потом все остальное. Посмотрим, какова динамика процесса будет. Пока да, тревожный звоночек по России есть, по Америке и всему миру масса увещеваний и негативные макроэкономические показатели, плюс переписывание хаев по ковиду, по новым случаям. Да, хворост сухой. Вопрос только в том, сможет ли он воспламениться или его все-таки опять задует, загасит. Так, друзья, далее VIX, дневной таймфрейм. Начал он как партизан постепенно из кустов выползать, но опять же, пока здесь вот уровень, который существенен, это 18,5. Этот уровень устойчиво не пробивался, то есть была попытка его пробить, но она закончилась потом на следующий день коррекционным откатом. Поэтому здесь пока вот нет уверенного пробития 18,5, вот это брожение по VIX, оно должно продолжаться, он должен
подготовиться, набраться силами и потом пойти наверх к 20 сентября. Так, друзья, далее нефть, дневной таймфрейм, бренд. Ну, здесь мы видим, сегодня развивается попытка коррекционного отката. На самом деле здесь ничего страшного нету. Нефть в последний дни месяца, она очень часто такую картину показывает. Никакого криминала здесь нету. Помимо этого фактор ОПЕК. Вот, и соответственно у нас на сегодня здесь получается уровень 71,5. Вот этот уровень, если сегодня закрытие происходит выше этого уровня, то ничего страшного вообще по нефти не будет в ближайшие дни до конца этой недели. Если здесь все-таки возникает пробой, то по-хорошему мы по нефти, конечно, должны были подольше торговаться в диапазоне 70-71,5. Собственно говоря, тогда это скорее всего и произойдет. Но пока нет устойчивого пробития 71,5, 71,4 вот этого диапазончика, не дадут ей падать, будут ее выкупать, консолидировать и гнать наверх. Так, друзья, далее золото. Давайте SFD посмотрим. Часовой таймфрейм. Но сегодня по золоту была красота. 1806-1807 был короткий пробой, но сходили вот этими хвостами, собрали стопы аж до 1800 почти. Если на российский фьючерс, на ММВБ переходить, то здесь ситуация схожа. Единственное, вот этот хвостик, он чуть повыше, он на 1803,4. Соответственно, по золоту сейчас идет тренд наверх. И поэтому, если мы сегодня-завтра не показываем вот этот повторный задер с пробитием 1807-1806, то у нас золото на этой неделе имеет все шансы для того, чтобы потестить и, возможно, пробить 1826. Ну, а сейчас по золоту наиболее вероятно движение на 1821, вот сюда вот, ну и закрытие где-то в консолидационном диапазоне 1815-1818,5. Так, друзья, далее РТС фьючерс. Ну, смотрите, здесь идет сейчас тестирование уровня 167-500. Пока этот уровень никак не могут пробить. Вот здесь буферный диапазон создался 167 200, 167 500. Соответственно, в него стучатся, но ниже не пускают. Соответственно, если этот диапазон сегодня не будет пробит, то завтра с утра нас ждет движение, у которого цель будет 169 тысяч. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневочка. Ну, смотрите, здесь, когда идет такой рискон, то, само собой, рубли не востребованы. Тем более в российских акциях масса идей, которые можно пока еще отыграть и надуть пузырь. Вот, сейчас по рубль-доллар мы как раз подошли к уровню 73.1, 73.2. Здесь либо будет завтра пробой, и, соответственно, в этой ситуации мы увидим движение на 72.7, 72.65. Такой сценарий пока мне видится маловероятным, потому что та цель, которая была, потенциал на укрепление рубля, она локально выполнена. Но вот может быть еще чуть-чуть и все. Дальше здесь уже должен быть набор позиций и отскок с целью закрепиться выше 73-75, вот сюда вот. Так, ну и переходя на часовик, сегодня, конечно, феноменальный день, потому что конец месяца, когда фиксируют прибыль, но у нас идет укрепление рубля. Может быть, кто-то долларов много продает, прибыль фиксирует. Так, друзья, ну вот если на часовик переходить, смотреть, здесь четко нарисовался уровень 73.2. Соответственно, весьма вероятно на сегодня закрытие будет где-то в районе 73.33. Либо вот в этом консолидационном диапазоне. Ну, такое ощущение складывается, что движение в части укрепления рубля, оно сейчас по большей части выполнено. Завтра будет 1 сентября, красный день календаря. Посмотрим, насколько эта тенденция сработает, что новый месяц, тем более осень, в такой ситуации наиболее вероятно доллар должен начать, по крайней мере, коррекционно отскочить и отрасти. Так, друзья, ну в общем-то все, основные активы. Спасибо за внимание, успешных торгов, удачи!